Че, Родиан, как тебе Москва? Индия не надоела тебе? В Индии частые гости мы, благодаря Ивану в том числе. Где тебе лучше, в Москве или в Нью-Дели? Москва, конечно, все равно лучший город. Лучший город. Как говорит наш друг Иван, Москва — это другая планета. Че это он тогда уехал? Ну, уехал за заработком. Ну смотри, видишь, в каких мы вроде в центре, а идем где-то в каких-то контейнерах. Ты давно, кстати, вернулся с чемпионата мира-то? Позавчера. Ну тогда по горячим следам обсудим с тобой чемпионат мира. Это как бы не первый твой чемпионат мира. Хотел спросить тебя, чем он кардинально отличался от других. И самое главное, что было с настроением, с каким настроением ты туда ехал и, соответственно, уезжал? Ну, для меня это был, да, не первый чемпионат мира. Был один прям провальный чемпионат мира, назовем его так. Он был, по-моему, сам первый, где мы немцам проиграли. Первый круг. Хотя на тот момент мы тоже были там сильнее, просто нервы сказались и прочее. А последний до нашего отстранения был в Испании. И как раз тогда, когда мы обидно проиграли, ведя 19-16 в третьей партии в четвертьфинале. У Гонконга? Японцев. И Машита Шиноя мы проиграли. А на этот чемпионат мира ехал я, честно, абсолютно расслабленным. Не ожидал, в принципе, никакого результата. Просто ехал вот закрыть гештальт. Но ты сейчас говоришь, как будто ты отбывал номер там. Ну, не совсем отбывал номер, но... Как будто тебя заставляли. Нет, не заставляли, но в любом случае мы год с Максимом отыграли. Были неплохие результаты, набрали хороший рейтинг относительно. А отобрались в первую очередь, потому что многие и не могут отобраться. Мы это место заслужили. И у нас в планах были еще после Макао турниры, которые мы отменили по причине того, что как раз-таки мы заканчиваем наше сотрудничество. И что смысла траты денег на эти турниры нет. А то, что на чемпионат мира, ну да, мы отобрались, это уже больше как знаковый момент. То есть вы отобрались, и как бы это послужило причиной, да, туда поехать, так получается? Ну, грубо говоря, если вы не отобрались, то на какой-то турнир еще там такого хорошего уровня вы бы просто не поехали. Если бы это был просто какой-то рядовый турнир, да. Допустим, даже если бы мы попали в основную сетку там на 750 или на 1000, мы бы не поехали, если бы это был не чемпионат мира. Команда Badminton Open приглашает тебя на сборы. Хочешь улучшить технику ударов и перемещений в бадминтоне? Тогда тебе на наш Technical Camp в апреле, августе и в декабре. Более 6 тренеров будут контролировать твою технику. Максимальная работа на результат. Если ты хочешь погрузиться в азиатский бадминтон, тогда тебе на наш экзотический кэмп в Таиланде. Там ты окунешься в мир азиатского бадминтона и будешь тренироваться в реальных азиатских условиях. Хочешь тренироваться и почувствовать себя олимпийцем? Тогда тебе с нами в Турцию, на лучшую олимпийскую базу по подготовке атлетов в Европе. Ты гурман и любишь горные пейзажи? Тогда приезжай в Армению, совместишь тренировки с настоящим армянским застольем. Ждем тебя. Расскажи про игру против англичан. То есть это вы как-то ее разбирали до этого? Мы с Максимом... Как-то анализировали после игры в Баку? Ну, Максим, я думаю, для себя анализировал, я для себя анализировал, но вместе мы это не обсуждали. Что касается условий, там, многие могли заметить, что много, допустим, игр в 3 партии, разные стороны, это есть разные стороны, там Волан сдувает на одной стороне, на другой стороне он, наоборот, не долетает, медленнее летит. И это все надо тоже учитывать при игре, то есть ты не можешь использовать свою обычную там тактику игровую, свои какие-то плюсы, минусы. Ты должен подстраиваться под условия зала. Так. И практически на всех турнирах, которые Супер 750 и Супер 1000, и Супер 500 в том числе, есть система кондиционирования, которая как раз этот эффект и дает. Ну, вы как раз это обсуждали, да, с Максимом? Или вы даже это не обсуждали? Когда мы раньше только первые разы играли в зал с кондиционером, это было как раз там в Индии, по-моему. Тоже я Максиму попытался объяснить, что как использовать плюсы сторон. То есть, как нужно, допустим, играть, когда у тебя волан с твоей стороны быстрее вылетает, как нужно играть, когда с твоей стороны волан вообще не летит. В первые игры
Это сложно было реализовать у нас. Почему сложно? Я просто... Максим тебя не слушал, получается, или как? Нет, я не знаю, Или он слушал он, не пытался? слушал, но он просто этого, ну, я не знаю. Ну, по моим ощущениям, как будто этого не делал. Или не мог сделать, я не знаю. Я первое время втягивался, потому что тоже давно не играл. И тоже вспоминал все это. А что касается вот сейчас на чемпионате мира, да, перед игрой, прям вот перед подачей я тоже Максиму сказал, я ему говорю, мы на быстрой стороне. Надо с этой стороны Надо играть делать корректировки, да. максимально жестко, потому что у нас вылетает быстро, надо давить, они не смогут отпихиваться. Ветер, грубо говоря, дует вам в спину, и туда Да, вы бьете, да. он улетает валом Да, сильно. да, да. То есть у нас, соответственно, откидки многие вал будут улетать, нам нельзя проигрывать сетку, нам нужно стараться держать атаку, в плоскую игру не бояться играть, потому что с нашей стороны все сильнее вылетает. Полетит, Я игру не пересматривал, не знаю, но вот по ощущениям именно с игры. Максим первое время... Не получалось, да, это? Он играл хорошо, но именно если использовать тактику правильную для зала, назовем так, тогда бы все было в разы проще. То есть не было бы такого равного счета, мы бы с запасом выигрывали, потому что мы, если я не ошибаюсь, всю первую партию там проигрывали сильно, и потом под конец начали догнали, и в конце вот там чуть-чуть проиграли. И как раз вот этот отрезок, который мы догоняли, Максим играл прям правильно. Не знаю, может, он почувствовал, как надо, что он понял, что когда он бьет, ему... Может, ему мало говорил, может, он просто, знаешь, забывал как-то. Все-таки у него эти такие международные Ну и плюс, турниры конечно, первые. на сетку вот у нас в паре, ну, к сожалению, не выходит никто. Но все равно, ну, я больше как задний игрок. Даже, ну, в любых парах есть все равно чуть распределение, Да, да. приоритетность. Кто играет спереди, кто играет больше Но сзади. это обычно обговаривается. То есть, может быть, иногда это не надо обсуждать. Ну, да, Но, наверное, когда партнер все-таки не слышит, надо ему Ну. повторять. Я уже не мог, честно, разговаривать. И, ну, не хотел уже особо. То есть И тебе надоело как- вот это все постоянно говорить. Постоянно как мусолить, ты- может быть, да. А потом уже, как могли заметить, там кто-то писал, и Ванек, наверное, по-любому говорил в комментариях, Ванек что много говорил. да, зачем я несусь постоянно на сетку, когда меня там перебрасывают. Так. Я несся- Какой ответ? Я несся не потому, что, типа, я знал, что сейчас играет на сетку, и я его сейчас собью. И Так. там было прям пару моментов, когда я хотел, ну, скажем так, наглядно показать, Что тебе надо делать? что, типа, Что я жду от тебя? что я жду, чтобы Максим делал. Ну да, так, конечно. То, что ты когда записывал видео после вот вашей игры, ты сказал, что было недопонимание, то есть именно недопонимание было... Ну, много даже вот таких ситуаций, когда там играют этих в центр, играют назад, мы не понимаем, кто расходится, это потому что это все вот это вот недопонимание, и, ну, так играть, даже если вы хорошо играете там, даже если два SEO станут, допустим, если они друг друга не будут понимать, ну, смысла в этом тоже не будет. Ну такое, получается, это у вас как-то началось, получается, практически с самого начала, да? Нет, это... Небольшое недопонимание. Нет, не с самого начала, я не знаю, честно, я не знаю, когда вот прям это пошло. Но это не месяц, не два. То есть это- Не месяц, не два. Это пошло, наверное, вот, когда мы в Индии начали играть в турниры. Я помню, я начал возмущаться из-за того, что мы играли первые туры всегда сложно. То есть там были соперники в разы слабее, а с нами, получается, все цеплялись. Приходилось тратить Приходилось много сил на каждую игру, даже на первую, где этого можно было не делать. И мы это тоже много мусолили. И потом просто это как-то все как комом шло. Но это было совместное решение такое, да, получается? Или это было с твоей стороны? Ты сказал, слушай, Максим, давай это... Ну, вообще, это я сказал. Потому что, во-первых, это, опять же, после каждого там какой-то неудачной игры или еще что-то, мне нужно это все дело отчитываться. Почему? Объяснять, почему мы так сыграли. Там же люди тоже смотрят турнир. То есть они получат показать, типа, вот результат, даже если счет нормальный был, они смотрят игру. Сложно что-то придумать, когда ничего нет. И поэтому вот я говорил, как есть. И потом мне точкой, ну, невозврата, наверное, стало, когда мы на Суперлиге, Кубке НФБР, там, в июне проиграли. Тогда я уже для себя понял, что все, игра свеч не стоит. И вложение денег спонсорских. Допустим, это можно продолжить там играть. Я могу, как я раньше, допустим, пару играл, чисто так поигрывал,
кубок, чемпионат. Просто так уйти. Просто так для себя. Это, да, можно. А именно в плане вкладывания денег, какого-то результата ждать и что-то еще для международной арены это, ну, бессмысленно, я считаю. Ты чуть-чуть жалеешь, что с Максом как бы не получилось, так, что вы так много сил потратили? Не, ну в любом случае о своих действиях я не жалею, потому что, во-первых, мы первые, кто вышли играть в нейтральном статусе, мы кто это проложил этот путь. Да. И, возможно, я не знаю, может, благодаря этому как раз-таки Алина посмотрела, раззавидовалась и такая, блин, я тоже хочу поиграть. И она такая, и она решила тоже такая, а почему нет? То есть ты Макса использовал, да, получается? Нет. Да я шучу. Давай тогда перейдем к твоему будущему. Угу. Ты заявил, что ты начинаешь играть с Алиной. Скажи честно, ты долго ее уговаривал? Очень долго. Ну, с какой попытки она примерно согласилась? Ну, там и так по было. ощущениям. Там не так было. Я предложил, все карты на стол выложил. Вообще там, ну, сложно отказаться от такого. А что там такое было? Это можно говорить об этом? Это какой-то... Ну, я не думал, что это так прям Это секрет, наверное. Квартира в Уфе, трехкомнатная. Нет, ну не настолько. Машина. Это, то есть, аренда для тренировочного процесса жилья. То есть аренда здесь, допустим, в Москве. В Москве. То есть она согласна в Москву переехать тренироваться? Да. Так. То есть аренда жилья здесь. Это международные поездки все. Это там экипировка, это зарплата. Весь тренировочный процесс. Тренировочный процесс, да. Там. Вот сейчас как раз-таки мы ведем там переговоры по поводу тренера. А что касается вот с Алиной, то да, и вот, наверное, это было как раз, когда мы сыграли вот в Макао игру, Так. проиграли. Как раз Ты взял телефон и такой, Я взял Алина. Нет, там было как? Я взял телефон, такой думаю, ну все, с Максимом, наверное, уже все, надо что-то думать. Надо что-то думать, искать. Я написал Алине, типа, я говорю, Алин, у тебя есть, типа, там, 2 дня, думай. Или я сейчас там найду кого-нибудь. И это было там, ну, допустим, утром, я не помню точно. И вечером она мне пишет такая, так, Родион, я все, согласна, давай, газуем, едем. За один день? Да, за один день. За один день. А до этого полгода. Подожди, а до этого почему, какие у нее причины были? Я не буду играть, потому что... Она ничего не говорила, она говорит, мне нужно подумать. Все. Надо подумать. Надо подумать. А ты у нее потом спросил, слушай, а как ты будешь решать со сборной? Потому что если ты... Я не знаю, как вы... Правда ли, что если ты получаешь нейтральный статус, то ты как бы исключаешься? Я не знаю, как они там решают, честно. Кто там остается, кто не остается. Это как бы их дело. А наше дело как бы играть, строить наш тренировочный процесс. Если даже она остается там в сборной, но это накладывается на наш тренировочный процесс, там, допустим, сборы, то, естественно, эти сборы не в приоритете у нас в подготовке. То есть это больше не в наших интересах, а в интересах сборной. Вот так. То есть ты не знаешь ее деталей переговоров со сборной? Точно можете у нее спросить. Ладно, спросим. Как ты думаешь, какие у вас могут быть препятствия или какие-то проблемы вот на первых этапах? Там это во всем, и в тренировочном плане, и, может, и в переездах, и в первых турнирах, и, может быть, в получении нейтрального статуса. Ну, я думаю, что в получении нейтрального статуса уже вопросов не будет, потому что Алина прошла комиссию по этике, назовем ее так, которая решает, допускать тебя или нет. Она ее прошла. И уже сейчас она сдала 2 допинг-теста. Их надо всего 2 сдать. Их всего надо 3 сдать, ну, как говорят. Так. Я точно не знаю. То есть у нас брали 3, там еще у девчонок брали 3. И инспекторы тоже говорили, что в среднем 3 теста. Остался 1 допинг-тест. Я думаю, в скором времени инспекторы там к ней приедут, возьмут тест. То есть можно сказать, что этот вопрос решен? Ну, я думаю, что да. И тренировочный процесс. Самое сложное это будет нам как раз-таки построить тренировочный процесс, то есть где тренироваться. Тренер. С кем тренироваться, тренер. Расскажи про тренера. Ну, пока переговоры идут. То есть тоже не могу. Вам в любом случае тренер нужен. Я думаю, что на первом этапе он нам именно на поездках, на первых этапах он нам не сильно нужен. Так. А позже будет нужен обязательно. И, конечно, нам нужен тренер именно в тренировочной деятельности, чтобы мы работали точечно под свои направления. То есть, как раньше мы это все делали, как Алина работала приоритетно только сетку, подачу там, в среднюю зону. Я работал среднюю зону, заднюю зону. То есть я на сетку достаточно очень редко там выходил, что-то делал. Переговоры сейчас ведем, потому что тоже этот процесс непростой. Это... Так, переговоры с тренером? Да, потому что это все равно, во-первых, это нужна зарплата. Ты пока не говоришь, кто тренер? Нет, не говорю. Это известный человек?
Он старше 45. Он москвич. В общем, ведем переговоры. Он играл одиночку, пару или микс. Что он играл? Информации не буду давать никакой. Скажу, что лишь ведем переговоры, обсуждаем условия. Но это 1 или 2? Вариантов вообще 2. Варианта Да? 2. Ивану Сазонову предлагали? Иван Сазонов очень дорогой специалист. Сколько Иван Сазонов стоит? Берет? Давай скажем. Иван сказал, по дружбе Так, могу за 1 миллион в месяц вас Миллион? тренировать. а что за дружба такая? Но у него больше контракт А выйдет. может, он оценивает ваши просто возможности? Не, ну... Озон все-таки. Не, ну у него больше контракт в Индии, конечно. И возможностей для роста у него больше, потому что у него там много людей. У него большая команда, очень хорошая, специалистов и ребят, и всех. А тут, получается, понятное дело, что, образно говоря, тут, ну, и если мы даже ему заплатим, то... 1 раз. Нет, Вырвите его. Он скажет, давай То- сам как. двоих людей, понятное дело, не так сложно тренировать. Это более такая точная работа, да, но это все равно не такой объем работы, как который сейчас делает он. Ну и плюс, конечно, это проживание это не в Гуахате, а в Москве тогда. Ну, это плюс, кстати. Ему еще квартиру не надо оплачивать, у него в Москве квартира есть. То есть тренироваться планируете, ну, это, наверное, как Space, да, вот это вся Ну да, система. сейчас тоже будем это все дело обсуждать, разговаривать, потому что нам нужен, допустим, там... Этим кто занимается? Чё? У вас есть менеджер? какой-то? Я и Менеджер? и юрист, и И врач, менеджер, и тренер. И переговорщик. И да. переговорщик. Меня тоже сейчас, мы на чемпионат мира приехали, спрашивают про Максима, так, ты игрок? Ты говорят, а ты? Я говорю, ну, я и менеджер, типа игрок. Они такие, менеджер? Я такой, и игрок. Они такие, так игрок или менеджер? Я говорю, Я сначала игрок, потом я вечером менеджер. да. Они такие, кто пойдет? У вас есть менеджер, кто пойдет на менеджер-митинг? Я говорю, ну, я пойду. И вот, конечно, в этом... Нет, это тяжело совмещать. Ты просто... Может быть, там не сильно тяжелая работа, но тратить просто на это вот силы, внимание... Не, ну, все равно это... Эмоционально ты будешь истощаться. А тебе надо просто вот максимально... Не, понятное дело, быстро конечно, хотелось бы иметь менеджера, но, опять же, это нужно и ни платить... одного администратора еще. Это нужно платить зарплату. А с чего платить зарплату? Допустим, вот если есть вариант нанять, допустим, тренера или менеджера, то понятно, логично, кого лучше нанять. Кто Да. поможет достижению результата, там, тренера. А менеджером, ну, и я могу побыть. Мне кажется, кстати, менеджер может быть и тренер чуть-чуть на себя функции взять. Например. Ну, Что он там? может, но все равно тоже. Это так сходу ты не залетишь. То есть для меня, вот сейчас, допустим, это тоже не столько напряжно, только потому, что я уже в этом давно варюсь. То есть у меня уже, скажем так, все шаблоны всяких смет есть, шаблоны там рассылки на заявки, на проживание, на прочее. То есть я там буквально чуть что-то меняю. Ну да, уже отработанная Да, вещь. контакты у меня есть, и все работает. Понятно. Давай тогда дальше про Алину. Какие ближайшие турниры? Вы себе план, график какой-то наметили на ближайший вот этот год? Ну, конечно, Конец года. в первую очередь это будет у нас зависеть от того, когда получит Алина полностью разрешение на нейтральный статус и с какого числа ей можно будет заявляться на турниры. Так, Мы ожидаем, планируем, да, мы ожидаем этого, но пока мы планируем, у нас первый турнир, это получается в Турцию на Челленджер, Так, который это мы играли в прошлом году. В октябре. Да, в октябре. А потом, конечно, И потом уже все. а Потом потом все остальное. у нас опять Тур де Индия. Индия. Тур де Индия у нас намечается. Но это у вас ваш дом родной. Ваня опять будет нас ждать в гости, опять будем ему вести посылочки. А что за посылочки-то ему везете? Да Ваня у Обычно. нас гурман, что только Рыб. не заказывает. Последний раз мы ему везли, забыл, как называется уже. Как этот бекон называется, который в карбонару специальный, итальянский. Не знаю. Знаешь. Это чем вот вы отравились сейчас? Ну, я не травился, ничего не знаю. Макс отравился. Макс, походу, да. В общем, везли вот эту тому, такую вот бадью. Сыров. В этот раз заказ маленький был. Обычно там еще добавляется там фуагра, дошираки, огурчики, Ну, паштеты, это гурман, точно гурман. кабачки, Тарань. Слышал я. колбаса. Хвалил он. Ну, это значит, Иван скучает.
Же вопрос по чемпионату мира еще забыл тебе задать. Почему вы Ким Сео отказались поспарринговать? Там не так было. Почему вы отказали? Но мы пришли, получается, это после того, как мы прилетели уже. А у нас была тренировка в тренировочном зале. Давай свою историю, Хорошо. свою версию. Хорошо. Значит, Ким Сео тренируется в тренировочном Там зале. Ким Сео, Канки, Сборная Кореи. Сборная Кореи, да. Чемпионы мира, в общем, элита тренируется. У них еще Ко, кстати, тренер по микстам сейчас. Значит, они смотрят на вас, нормальные ребята. Надо как-то, не хватает сейчас людей, надо поиграть перед турнирчиком, чуть-чуть там размяться, поднабиться. Значит, Ким говорит Сео, типа, слушай, давай их позовем, ты знаешь английский, не знаешь? Тебе так они говорят, я не знаю, давай тренера попросим. Подходит к вам тренер, говорит, слушайте, вот ребята, они как бы скромные, но хотят с вами там чуть-чуть поспарринговать. Можно? И вы такие, слушай, что-то как-то времени нет, и давайте, ребята, потом. Ну, вообще было как? Мы, получается, с Максимом пришли, размялись, начали делать уже упражнения какие-то. Тут, получается, подходит корейский тренер. Ну, у него с английским плохо. Он такой, можно ли половинку? Я думаю сначала, половинку занять. Я такой говорю, можно, типа, да, пожалуйста, вставайте. Да. И, он, получается, он встает, и девочка, миксерша. Потом он такой говорит, давайте, типа, защиту поделаем втроем. Ну, один в половинке защищается, и трое в атаке, получается, и он тоже атакует. Мы такие, ну, погнали. Мы поделали там, минут 20, может, 25 там защиту. Все, потом сказали там друг другу спасибо. И потом он мне начинает показывать как раз на корт. Там работали Ким Сео против Канки, и еще Ко с ними стоял там. Так. И такой говорит, хороший азиатский спарринг, да? И я такой, да. Нормальный. Хороший. Да. Я думаю, что из-за не совсем знания английского он как раз-таки так сказал. И он что-то сказал по типу, хотите ли вы поспарринговать? Я тоже, я просто как бы, я вижу ситуацию, во-первых, куда мы встанем. Места нет. Мест нет. Во-вторых, нафиг им нужны мы. Не, что-то побить Ким Сео шестером. Так? Я шестером зачем бить? Один на плечи встает, прыгает, я не знаю, как они. В общем, я начинаю у него переспрашивать. Я говорю, стоп, говорю. Что делать, да? Ты что хочешь, говорю? Чтобы мы встали, побили там смэш или плоские что-то к ним. И он начинает не понимать меня в этот момент. Он зовет кого-то из своих, еще подручного. Он прибегает. Тот получше разговаривает. Я ему начинаю объяснять ситуацию, там то, все. Этот тоже оказалось не сильно понимает. Достает уже переводчик. Просит меня сказать переводчик. Так. Я такой, да ё-моё. Начинаем переводчик говорить уже по третьему кругу, то же самое. Они потом такие вот так с телефоном стоят вдвоем. И такие, ну они поняли уже, видимо. И такие, типа, no. Типа, спасибо. Я такой, я в принципе так и понял. Могли и не стоять 10 минут. Короче, понятно. Послали нафиг. Не, объективно как бы. Ладно. Спасибо, Родион. Давай я сейчас так возьму. Я так, Всем спасибо. Приятного просмотра. До скорых встреч.